Всем привет! В этом выпуске я хотел бы вам рассказать, сколько же все-таки я потратил на эту машину, чтобы восстановить ее до состояния, которое бы меня устраивало на сегодняшний день. Напомню, что этот Range Rover был куплен за 620 тысяч рублей. Это машина 2006 года с мотором V8 4.2 компрессор. Первое же, что было сделано на следующий день после покупки, я отвез машину на химчистку, потому что состояние салона было просто катастрофическое. Огромный слой пыли, весь ковролин с ковром в ужасном состоянии. Такое ощущение, что владелец просто возил дрова по лесу. Сделали химчистку в течение дня. Полный объем работ по химчистке сделать не успели, но сделали карты дверей, сиденья, торпеду. И на вот эти позиции у детейлеров ушло 55 литров различных очистителей, и еще сверху к этому еще 20 литров очистителя стекла. Ну, для понимания масштаба, насколько все было плохо. И сразу же я поменял комплект колес, шиномонтаж плюс химчистка, вышли 19 тысяч рублей. Чтобы, так сказать, удостоверить факт того, что машина моя и в нее можно вкладывать, естественно, первым делом поехала машина на постановку на учет со всеми страховками, техосмотрами, госпошлинами. Постановка на учет вышла там в районе 20 тысяч рублей. После того, как машина успешно встала на учет, я понял, что он теперь мой, и никуда он от меня не денется. Было произведено базовое техническое обслуживание собственными силами. Куплено масло «Матюль» и фильтра. Фильтр воздушный располагается здесь. Для его замены нет ничего сложного, просто откручиваются болты, поднимается крышка, меняется фильтр. Воздушный фильтр салона располагается здесь. Его можно менять двумя способами, либо открывая крышку, это не совсем удобно. Также можно просто открутить два болта, и весь корпус воздушного фильтра выйдет вам в руки, заодно его можно помыть. Были помыты радиаторы, был заменен антифриз, состояние было ужасным. Классная процедура, и всем владельцам я ее советую, это промывка системы гидроусилителя руля. Я купил 3 литра жидкости и новый бачок, потому что в бачке устанавливается фильтр. Бачок недорогой, аналог в районе 1000 рублей. Заливается жидкость, отсоединяется один шланг, и начинает жидкость в системе циркулировать, и надо лить до тех пор, пока не польется чистая жидкость. Когда полилась чистая жидкость, все, промывка завершена. Дальше я приобрел свечки зажигания, приобрел оригинал. Единичный случай везения. На Авито нашел оригинал по 4500 рублей. У человека из старых запасов. В интернете есть сайты, где очень подробно рассказано, как отличить подделку от оригинала. Очень рекомендую вам пользоваться этим, даже когда вы покупаете в проверенных магазинах. Лишним не будет. И был очищен дроссель. Процедура несложная. Нужно открутить несколько, вот здесь под декоративной крышкой идет такой, как железный горб, откручивается, и появляется доступ к дросселю. Дальше откручивается дроссель, снимается, промывается, и также свечки меняются, то есть снимаются декоративные накладки пластиковые по бокам, снимаются катушки и меняются свечки. Ничего сложного в этом нет. И был заменен аккумулятор, потому что он меня пару раз подставлял, что на мойке, что еще где-то, и просто решил купить новый аккумулятор недорогой, вышел 8000 рублей. На этом поколении Range Rover'ов прописывать его не надо, просто меняется аккумулятор и забывается. Также процедура, которую я очень рекомендую сделать владельцам всех Range Rover'ов, это бензиновых, это чистка топливных фильтров и замена. Всего в системе 3 фильтра, 2 стационарных, которые как такой язычок выглядят, и одна колба, где меняется фильтр. Соответственно, все это находится здесь, откручиваются ручки, поднимается ковролин, здесь 2 лючка. Здесь находится один стационарный фильтр, там второй стационарный фильтр и меняемый фильтр в виде колбы. Все это достается, чистится, меняется и собирается в обратном порядке. Обратите внимание, что поплавок ни за что не цеплялся. Нам пришлось переделывать, один раз работал. И эту процедуру я очень рекомендую. Машина поехала намного лучше. Делайте смело, это несложно. Были заменены на аналоги этот рычаг, потом рулевые тяги с наконечниками и
стойки стабилизатора. Также были заменены втулки стабилизатора, чтобы поменять резинки, потому что непонятно, в каком они состоянии там. После этого были заменены все жидкости. Это получается жидкости в переднем редукторе, раздатки и в заднем редукторе. Жидкости использовал Равинол, масло покупал на Озоне у официального представителя, чтобы сертификат был, чтобы не было подделок. Самый геморрой по работам был с подрамником. Прошлый подрамник сгнил вот в этом месте. Иван, тут начали лазить, чтобы поменять подушки. Обнаружилось такое вот замечательное или не замечательное. Подрамник гнилой, и по-хорошему его поменять надо. Вот. И смысла сейчас заморачиваться с заменой опор нет, потому что будет подрамник сниматься, и это уже... Ну, то есть 2 раза за одну и ту же работу придется переплачивать. Тут смотреть сами, можем сейчас поменять, но потом придется менять подрамник. И я поехал на разборку и купил БУ подрамник за 5000 рублей. Отправил автомобиль в сервис. Еще я приобрел сразу подушки двигателя, потому что подушка двигателя — это немаловажная вещь. Она располагается здесь и вот здесь. Заменили подрамник, заменили подушки двигателя. Машина стала намного мягче заводиться, меньше вибраций, улучшилось управление. Ну, соответственно, после подвески, конечно, управление улучшилось. Но после замены подрамника морда стала еще более собранная, хорошая. Но расслабляться эта машина мне не дала. После этих процедур вылез чек-энджин. Связан он был с забившимися катализаторами. Вот они вот здесь располагаются. Получается, сделали отверстие, вырезали катализаторы, варили пламя-гасители и зашили обратно. После этого прошили машину прошивкой Евро-2, которая убирает опрос задней лямбды, чтобы машина не ругалась и правильно считывала параметры. По тормозам я пока не занимался. Здесь стоят тормоза Brembo суппорта. Я пока ими не занимался, поменял только передние колодки с датчиком износа. В ближайшее время приоритетной задачей для меня является решение вот этого вопроса, потому что это абсолютный позор, как я куда-то подъезжаю сразу под машиной. Не сказать, что лужа, но пятнышко масла остается. Течет с шлангов с быстросъемным соединением и откуда-то еще, пока не установлено. Буду с этим разбираться обязательно вопросом. Вот так, по передней части, наверное, все. Самой важной проблемой с этой машиной это была ошибка по коробке. Ее надо было решать. Всего было 3 варианта решения для меня. Первый — это полный ребилд коробки в коробочном сервисе с гарантией. Второй — это частичная замена узлов и агрегатов на свое усмотрение. И третий — это покупка БУ коробки. Третий вариант я отмел, потому что траты на работу и замену масла с фильтрами при неработающей коробке, хоть она, возможно, будет на гарантии при покупке, могут перекрыть всю вашу экономию. От второго варианта я отказался, потому что мне хотелось получить решение под ключ, чтобы коробка полностью работала, исправная была и никаких проблем с ней не было. Соответственно, выбрал первый вариант, записался, отдал машину утром, через 3 часа. Мне звонят, говорят, что машина готова, я счастливый приезжаю, расплачиваюсь, выезжаю из сервиса. Не проходит и 10 минут, как на панели я вижу ошибку по коробке. Возвращаюсь обратно, ее читают, говорят, ошибка по соленоидам. Сейчас мы вам все хорошо, мы по гарантии сейчас вам ее поменяем. Соленоиды поменяем. Меняют соленоиды, выезжаю, через 20 минут опять эта ошибка. Она происходит при равномерном движении на 6-й передаче на скорости 80 км в час. Возвращаясь обратно, мне говорят, у вас ошибка по перегреву, это не наша зона ответственности, вообще мы закрываемся через час, а время, на секундочку, 3 часа дня, как бы еще работать и работать. Закрываемся в 4, решайте проблему сами. Записываю сервис другой, еду, чищу радиаторы, моют мне радиаторы, меняют антифриз. Приезжаю за машиной, выезжаю на дорогу, через 15 минут опять ошибка по коробке. Звоню в коробочный сервис, записываюсь к ним по гарантии, отдаю машину. Перед этим я сам прочитал, какая ошибка,
Ошибка была по гидротрансформатору. То есть, получается, он проскальзывает, нагревает тем самым масло, и коробка греется как бы изнутри. Приехал на гарантийный ремонт, заменили гидротрансформатор, ошибка исчезла. Машина начала стабильно, нормально работать. А сейчас я расскажу вам о необязательных расходах, но так всеми любимых и приятных для души. Первое, что удалось сделать, это на Авито были найдены пара передних шин новых. Это заводские роверские шины Goodyear Eagle F1. Они с ранфлетом 2019 года. Обе шины были абсолютно новые. Также после определенного оффроуда, так сказать, добил пороги и заменил их на алюминиевые, произведенные в России. По задней части я купил сетку в багажник, так мною любимую, которая от собак, и приобрел оригинальный фаркоп, потому что прошлый владелец его зажал, пытался отдельно мне продать. Это оригинальный фаркоп Westfalia от Land Rover L322. Встало, все отлично, чуть пришлось почистить. По передней части для меня всегда самым важным моментом это была головная оптика. Когда ты смотришь на оптику, всегда понятен возраст автомобиля, его состояние. Это как глаза. Фары здесь очень легко демонтируются. Снимается решетка, откручиваются фары, и они у вас в руках. Приобрел новые стекла, не оригинал, это аналог. Какая технология их замены? Берется картонная коробка, делается в ней отверстие, кладется туда фара, нагревается строительным феном, само стекло держится на герметике. Прогревается так минут 15 и дальше с усилием вот так распаяется. Очень важно в этот момент, чтобы сопли этого герметика не попали на какой-то из элементов фары, потому что потом это стереть будет почти нереально без порчи самого элемента. Все обратно собрал, склеил на стекольный герметик, обновил лампочки на светодиодные, потому что, как по мне, безопасность ночью очень важна. Да, конечно, все адепты стока. Оставил галоген только в дальнем свете, потому что редко им пользуюсь. Хватает ближнего светодиодного света в штатных линзах. Линзы почистил все, свет очень неплохой. Первое, за что мы всегда держимся, это руль. Руль я приобрел от рестайлинговой версии, последнего рестайлинга, с хромированными спицами. И также приобрел рукоятку коробки передач. Теперь важный момент про сиденье. При покупке вот здесь была вот такая дырка, то есть кожа ушла из шва, и было очень неопрятно, было видно внутреннюю обивку. Что я сделал? Я снял сиденье и отдал его в ателье, распороли шов, натянули кожу и зашили обратно. Но при демонтаже пострадала накладка, поломались крепления, сейчас оно держится на честном слове. В продаже на дорестайлинговый салон этих накладок нету, так что это большая проблема, но пока вот езжу так. Также были приобретены оригинальные коврики на ровер. Коврики — это вообще отдельный целый мир. Они безумного качества, у ровера оригинальные. Это овчина, которая служит годами, с кожаной обшивкой. Это прям отдельный предмет фетиша, честно говоря. Была произведена также полировка своими силами машины. Мне кажется, с задачей более-менее справился. Конечно, подводит вот эта дверь, она будет меняться и краситься на другую. Но в целом машина освежилась и смотрится хорошо. Отдельно хотелось бы сказать про химчистку. Дело в том, что машина, как я уже несколько раз говорил, не получала должного ухода за собой, не знала, наверное, что такое комплексная мойка, даже банальной такой вещи. И после того, как я в первый день отдал ее на химчистку, был устранен, наверное, основной фронт работ, но это не подходило под мои параметры понимания чистоты салона. То есть в порах была грязь, ковролин не был чистым. Я вооружился парогенератором, очистителем кожи, химией для ковролина, пылеводососом и где-то потратил, наверное, дня 2, чтобы весь салон доделать. Когда я пользовался пылеводососом, грязь из багажника перестала выходить где-то раз на 15-й только. Ну, для понимания картины.
первый, второй, третий раз делаешь, вода идет грязная, 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 и это уже после химчистки. А химчистку делали, я видел, что работали над ней весь день. И люди понимали, что они делали. То есть настолько была грязная машина. Но сейчас вот прям приятно находиться. В машине всегда вкусно пахнет. Так что я безумно доволен результатом. Давайте подведем некий итог о вложениях в эту машину за 3 месяца владения. По обязательным расходам получилась финальная цифра 316 тысяч. По необязательным расходам 156 тысяч. Итого за все время в машину вложено 473 тысячи рублей. Финальная стоимость этой машины для меня на сегодня это 1 миллион 93 тысячи рублей. Стоило оно того или нет, для меня однозначно да. Эта машина стала для меня настоящим членом семьи. Очень рад, когда я сажусь за руль, каждый раз как ребенок. Она меня ни разу не подвела. Очень крепкая машина с большим ресурсом и потенциалом. Большое спасибо всем за просмотр. Надеюсь, вы и дальше будете следить вместе со мной за восстановлением этой машины. Всего вам самого хорошего и удачи. Пока.